Былина о Святогоре-богатыре. Высоки на Руси святые горы, глубокие их ущелья, страшные пропасти. Не растет там ни березка, ни дуб, ни сосна, ни зелена трава. Там и волк не пробежит, и орел не пролетит. Муравью и тому поживиться на голых скалах нечем. Только богатырь Святогор разъезжает между утесов на своем могучем коне. Через пропасти конь перескакивает, через ущелье перепрыгивает, с горы на гору переступает. Ростом богатырь Святогор выше темного леса, головой облака подпирает. Едет по горам, горы под ним шатаются. В реку заедет, вся вода из реки выплеснется. Ездит он сутки, другие, третьи. Остановится, раскинет шатер, ляжет. Выспится, и снова по горам его конь бредет. Скучно Святогору богатырю, тоскливо старому. В горах не с кем ни слова перемолвить, не с кем ни силой помериться. Поехать бы ему на Русь, погулять бы с другими богатырями, побиться с врагами, растрясти бы силу. Да вот беда, не держит его земля. Тяжко Святогору от своей силы. Носит он ее, как трудное бремя. Рад бы половину силы отдать, да некому. Рад бы самый тяжкий труд справить, да труда по плечу не находится. За что рукой не возьмется, все в крошки рассыпется, в блин расплющится. Стал бы он леса корчевать, да для него леса, что луговая трава. Стал бы он горы ворочать, да это никому не надо. Так и ездит он один по святым горам, голову от тоски не жигнет. Эх, найти бы мне земную тягу, я бы в небо кольцо вбил, привязал к кольцу цепь железную. Притянул бы небо к земле, повернул бы землю краем вверх. Небо с землей смешал, поистратил бы немного силушки. Да где ее тягу найти? Едет Святогор по долине между утесов, и вдруг впереди живой человек идет. Идет невзрачный мужичок, локтями притоптывает, на плече несет неприметную сумму. Обрадовался Святогор. Будет с кем словом перемолвиться. Стал мужичка догонять. Тот идет себе, не спешит, а Святогоров конь во всю силу скачет. Да догнать мужичка не может. Идет мужичок, не торопится, сумочку с плеча на плечо перебрасывает. Скачет Святогор во всю прыть. Все прохожий впереди. Ездит шагом, все не догнать. Закричал ему Святогор. Эй, прохожий молодец, подожди меня. Остановился мужичок, сложил свою сумочку на землю. Подскакал Святогор, поздоровался и спрашивает. Что это у тебя за ноша в этой сумочке? А ты возьми мою сумочку, перекинь через плечо, да и пробеги с ней по полю. Рассмеялся Святогор так, что горы затряслись. Хотел сумочку плеткой поддеть, а сумочка не сдвинулась. Стал копьем толкать, не шелохнется. Пробовал пальцем поднять, не подымается. Слез Святогор с коня. Взял правой рукой сумочку, на волос не сдвинул. Ухватил богатырь сумочку двумя руками, рванул изо всей силы, только до колен поднял. Глядь, а сам по колено в землю ушел. По лицу не пот, а кровь течет. Бросил Святогор сумочку, на землю упал, по горам долом гул пошел. Еле отдышался богатырь.
Ты скажи мне, что у тебя в сумочку положено. Скажи, научи. Я о таком чуде не слыхал. Сила у меня непомерная, а я такой песчинки поднять не могу. Почему не сказать? Скажу. В моей маленькой сумочке вся тяга земная лежит. Опустил Святогор голову. Вот что значит тяга земная. А как зовут тебя, прохожий человек? Зовут меня Микула Селянинович. Вижу я, непростой ты человек. Может, ты мне про судьбу мою расскажешь? Тяжко мне одному по горам скакать. Не могу я больше так на свете жить. Поезжай, богатырь, до северных гор. У тех гор стоит железная кузница. В той кузне кузнец всем судьбу кует. У него и про свою судьбу узнаешь. Вскинул Микула Селянинович сумочку на плечо и зашагал прочь. А Святогор на коне вскочил и поскакал к северным горам. Ехал Святогор 3 дня и 3 ночи. 3 суток спать не ложился. Доехал до северных гор. Тут утесы еще голей, пропасти еще черней, реки глубже, бурливее. Дал Святогор железную кузницу. В кузнице яркий огонь горит, из кузницы черный дым валит. Звон, стук по всей округе идет. Зашел Святогор в кузницу и видит, стоит у наковальни седой старичок. Одной рукой меха раздувает, другой молотом по наковальне бьет. А на наковальне-то не видно ничего. Кузнец, кузнец, что ты, батюшка, куешь? Подойди поближе, наклонись пониже. Нагнулся Святогор. Поглядел и удивился. Кует кузнец 2 таких волоса. Что это у тебя, кузнец? Вот 2 волоса скую, волос волосом совью. 2 человека и женятся. А на ком мне жениться судьба велит? Твоя невеста на краю гор, в ветхой избушке живет. Поехал Святогор на край гор, нашел ветхую избушку. Вошел в нее богатырь, положил на стол сумку с золотом. Огляделся Святогор и видит, лежит недвижно на лавке девушка. Вся корой и струпьями покрыта, глаз не открывает. Жаль ее Святогору, что так лежит и мучается. И смерть не идет, ни жизни нету. Выхватил Святогор свой острый меч, отвернулся и ударил девушку мечом в грудь. Не шевельнулась она и не охнула. Святогор выскочил из избушки, на коня сел и поехал к святым горам. А девушка тем временем глаза открыла и видит. Лежит на полу богатырский меч, на столе мешок золота, а с нее вся кора свалилась, и тело у нее чистое, и силы у нее прибыли. Встала она, прошлась по горенке, вышла за порог, нагнулась над озерком и ахнула. Смотрит на нее из озера девица-красавица, и статна, и бела, и румяна, и очи ясные, и косы русые. Взяла она золото, что на столе лежало, построила корабли, нагрузила товарами и пустилась по синему морю торговать, счастье искать. Куда бы ни приехала, весь народ бежит товары покупать, на красавицу любоваться. Слава о ней по всей Руси идет. Он доехал до святых гор, слух о ней и до Святогора дошел. Захотелось ему тоже на красавицу поглядеть. Взглянул он на нее, и полюбилась ему девушка. Вот эта невеста по мне, я за эту посватаюсь. Полюбился и Святогор девушке. Поженились они
И стала жена Святогор про свою прежнюю жизнь рассказывать, как она 30 лет лежала корой покрытая, как вылечилась, как деньги на столе нашла. Удивился Святогор, да ничего жене не сказал. Бросила девушка торговать, по морям плавать, стала жить со Святогором на святых горах.